Hi, my dear fans. How are you? Hi, I'm good. Salam, Kazakhstan. He's very famous composer. Thank you. I like him. He's best of the best. Друзья, всем привет! То, что вы есть. Прочу. Спасибо Димаша Кудайбергена ждут в Париже авторы песни «Love is not over yet». Олтер Афанасьев, Флавьен и Бурс сообщают в сторисе, что скучают по Димашу. Как вы помните, для песни все записано и сделано, кроме вокала Димаша. Да, мы дошли до этого. Жаль, что он не приехал во Францию, но на этом жизнь не остановилась. Музыканты в ожидании Димаша продолжают творить. Продюсер Олтер Афанасьев пока работает с басистом. Продюсирует музыканта Дейла. Выпускает новые песни. Одну из них, Sweet Forgiveness, он представил на своей странице в Инстаграм. А в Париже композитор Флавьен Компаньон идет по улице и в прямом эфире рассказывает, как он ждет вокальной части от Димаша Кудайбергена для окончания работы над песней «Love's Not Over Yet». Very emotional. And with Dimash, it's gonna be gorgeous. Really, really. I'm so happy. Hello from Argentina. Kazakhstan. Оказывается, музыка готова, нет вокала. Так как ставить нечего, Флавьен показал вариант песни в женском исполнении. Получилось свежо и бодренько. А когда же услышим вокал Димаша, чтобы было не только громко, но и душевно, как мы и привыкли слышать в варианте от певца, сделанного еще в Китае. Comment ça va? Bonjour. On se check. Огромная армия почитателей таланта Димаша Кудайбергена наконец-то дождалась этого заветного дня и часа, когда в прямом эфире была показана запись будущей нетленки и хита всех времен и народов «Love's Not Over Yet» Флавьена Компаньена Hello, guys. и Олтера Афанасьева. Здравствуйте, дорогие мои друзья! На всякий случай назовем еще одно название ранней версии этой песни «Over Here». Все, Итак, а теперь попробуем унять эмоции и по полочкам разложить, что ожидали и что несколько озадачило слушателей. Еще по поводу того, почему за время карантина я не выпустил очень много песен, как вам хотелось бы. Не ошибемся, большинство зрителей ожидало чуда и высматривало в этом парижском зале Димаша Кудайбергена. Но, увы, певца там не было. Зато была серьезная репетиция с перерывами и уточнениями, как и положено. Просто
разбирались с музыкой, вокал будет наложен позже. Однако часть зрителей мысленно пыталась представить, как поет Димаш под эту мелодию. Напомним, наш любимый артист записал первый вариант песни в студии с композитором Фламьеном Компаньоном. Понятно, Димаш расстарался как мог, по полной. В комментариях зрители нашего канала даже испугались за голос артиста. Да, Димаш, конечно, максималист. Хорошо, что тогда не треснули стекла в студии звукозаписи. Получилось интересно, но уж слишком мощно. Кстати, однажды от мощного вокала другого казаха и друга артиста треснул стеклянный стакан. Напишите в комментариях имя этого исполнителя, ведь вы его хорошо знаете. Многим запомнилась и вторая по счету версия песни, тогда называвшаяся «Over Here». Этот вариант песни Димаш спел во время репетиции, скорее всего, просто для удовольствия. Но именно это исполнение так запало в душу многим его поклонникам. Как же это было, не побоимся этого слова, точно, по-димашевски. В этой песне чувствовалось, что мы буквально прикоснулись к душе артиста. Отдельно волнуют и слова песни, и мои слезы покажут, что я не могу отпустить тебя. Друзья, в общем, кто любил, тот поймет. Хоть этот фрагмент песни короток, но его можно слушать бесконечно. Не знаем, как вы, но мы ждали почему-то именно этого варианта мелодии от оркестра. Ведь вы помните, в анонсе композитор Фламьен поставил такой же привычный вариант музыки, которую мы ранее слышали во второй версии, сыгранной для Димаша в Китае. А что исполнил Парижский оркестр? Конечно, это была репетиция, но все же мелодия была несколько другой, так сказать, менее энергичной. Кстати, зритель нашего канала с ником G. Boyds, написавший на английском языке, тоже был несколько удивлен. Надеюсь, будет небольшое инструментальное соло, например, арфа, домбра или пианино. Так что ждем, когда Димаш вмешается позже. Я надеюсь, что он получит достаточно внимания и продвижения и станет мировым хитом, как и должно быть, написал поклонник Димаша Кудайбергена. Да, друзья, реально не хватало какого-то соло или отдельного яркого звучания. Конечно, будем доверять профессионалам. Возможно, это был такой замысел. Музыка оркестра не должна главенствовать над вокалом артиста. Для восстановления душевного спокойствия мы еще раз прослушали песню в исполнении Димаша, и все стало на свои места. Оказалось, вся прелесть именно в вокале и манере исполнения артиста. Это он добавляет волшебства,
Он вдыхает душу в песню, чтобы она струилась, как кристально чистый и нежный весенний поток. Так что все правильно делается профессионалами. Музыка оркестра не будет спорить с солистом, а лишь нежно его сопровождать. Хорошо бы сам Димаш пел сразу в сопровождении оркестра. Singing Kazakh music, you know? Но нет, не все так просто. Как вы видите, первую часть всей репетиции оркестр несколько раз прорабатывал мелодию по частям. То есть композицию нужно было чисто технически собрать воедино, а уж потом приглашать солиста. Да, чудес не бывает. Возможно, мы тут на канале «Звездные секреты» несколько разбалованным привычным форматом репетиции Димаша. Обычно мы видим, что артист пришел и сразу исполнил шедевр с оркестром или автором музыки Игорем Крутым. Дорогие друзья, вам придется сейчас спеть. Все быстро и круто, как у Крутого. Так было и на репетициях на «Новой волне», так было на церемонии WorldSkills, так было и на ВТБ-арене. Может, оно и к лучшему, что Димаша не было на записи с оркестром в Париже. Лично мы готовы подождать еще 3 года, лишь бы не было угрозы заболевания артиста. Пусть потом специалисты заочно займутся сведением музыки и вокала в студии. Давайте поблагодарим за столь щедрый подарок Флавьена. Ведь такого честного показа репетиции песни Димаша мы еще не видели. Нам приоткрыли большую часть тайн творческого процесса. Как видите, это большой труд. Хотелось бы заметить, что в авторах не указан бессменный аранжировщик всех песен Димаша Кудайбергена Ерлан Бекчурин. Значит ли это, что для Димаша не будет привычной аранжировки от его друга? Все-таки все успехи нашего любимого артиста неразрывно связаны с талантливой работой Ерлана. Напомним, что в некотором смысле Ерлан Бекчурин делает аналогичную работу один и даже музыку пишет для различных частей концерта Димаша. Вот теперь все мы можем оценить размах работы Ерлана. Комментарии от зрителей нашего канала приятно удивили. Что ни говори, а у Димаша столько умных и понимающих поклонников. Итак, нам кажется, Сергей Шарипов выразил общее мнение. Надо же, все собирается как пазлы. Музыка – очень классическое звучание, но так красиво исполнена. Правда, очень далеко и от первой записи Димаша, и от записи в Китае. Так много говорилось об этой песне. Столько времени и усилий было затрачено для выхода в свет этого хита. Все мы так многого ждем. Пусть у этой песни будет сногсшибательный успех, написал он. Друзья, возможно, зрительница Баян Сарсенбаева тоже была удивлена музыкой к песне для Димаша и спросила: «Эту песню точно Димаш будет петь?» И как изысканно ответил Мэн Ян: «Кроме него некому». Друзья, от таких неординарных комментариев улыбка сама появляется на лице. Спасибо всем! Всегда приятно прикоснуться к вашим оригинальным перлам. Друзья, всем большой рахмет и отличного настроения!
Thank